Приветствую моделистов, зрителей нашего канала. Вот такая вот коробочка попала на обзор. Те, кто в курсе, знают, но для остальных расскажу. Значит, какое-то время назад фирма RetroKit, английско-французская, назовем это так, там было содружество двух моделистов, потом они вроде как разошлись, теперь у каждого своя фирма, у одного RetroTrack, у другого RetroKit. Вот. Они делали и делают сейчас достаточно интересные модели всякой разной техники. RetroKit английский, он производит в основном технику Первой мировой войны, ну и типа того. То есть старинную такую. Значит, какое-то время назад, несколько лет назад, румыны из Веспе просили дать его какое-то количество моделей для тиражирования и продажи через них. То есть, те уже перестали их выпускать, англичане, но эти сказали, давайте мы выпускаем. Ну и, в общем, начали их выпускать. Что тут хочу сказать? Да, это 72-й масштаб. Это смола. Смола без каких-либо добавок, там никаких травлений нет. На коробочке, видите, изображена собранная модель без каких-либо дополнений, причем даже вот не чистили какие-то детали. То есть, типа, если вы соберете из коробки, вы получите вот это. Такая, на мой взгляд, немного антиреклама, потому что, в общем-то, можно собрать при желании приличные модели из этого. Но румыны как-то совсем упростили, то есть они вот так вот сфотографировали даже в инструкции все детали, которые есть, пронумеровали. Ну, с другой стороны, может быть, и подход неплохой, хотя смотрится это так достаточно примитивно. Вот, вторая часть инструкции, она вот такая, нарисовано все тоже ручками, как-то более-менее понятно. И с этой стороны. Вот, что ждет коробчонки. Коробчонки ждут, как я уже сказал, такие вот детальки из смолы. Литье такое терпимое, скажем так. То есть каких-то таких жутких там недоливов, что-то такого я не видел. То есть я несколько моделей собирал этой фирмы. И несколько переливок собирал, от Веспе. Вот. Все терпимо, то есть каких-то безумств, таких вот, как позволяют некоторые, нет. Но качество деталей иногда не идеальное. То есть поработать придется над тем, чтобы их, скажем так, довести до ума. Вот я вам сейчас покажу, вы уж там сами решайте. В принципе, вот мне именно ретрокитовские модели, которые ко мне попадали в руки и в сборку именно вот от фирмы RetroKit, оригинальные, мне они нравились, потому что они такие, скажем, аккуратное литье, детальки достаточно такие понятные, продуманные. Вот. По большому счету очень, очень неплохо. Вот. И здесь тоже я смотрю вот так вот в первом приближении все более-менее терпимо, скажем так. По копийности, совершенно ничего не скажу. Начну собирать, а я собирать буду эту модель. Я вам, так сказать, расскажу, что там у нее с копийностью. Это артиллерийский тягач, я, по-моему, уже сказал, но повторюсь на всякий случай. То есть таскал он орудия тяжелые, не только. Вот. Такой грузовик, который таскал, задача которого сходила таскать орудия различные. Вот. В целом ничего. Опять же, вот я уже писал в своем блоге, говорил, что тут надо просто учитывать еще один момент. Да? Я вам, когда показываю какие-то, вот эти делаю бокс-ревью, я не смотрю, я смотрю на это глазами. Я не смотрю на это под лупой. Все самые интересные вещи начинаются, когда начинаешь смотреть на это под лупой. И вот некоторые последние ролики, которые я делал, я там уже, скажем, добавлял в конце, в финале, добавлял, либо фотки готовой модели,
либо промежуточные фотки перед окраской, ну и в конце видео уже готовые модели, чтобы можно было посмотреть, что же из этого получилось, да, там разные виды. Ну, вот и делился уже впечатлением именно от сборки, потому что, ну, на мой взгляд, это действительно важно понять, как модель сборки, и впечатлением от как раз качества литья, деталировки, после того, как ты поработаешь под лупой, да, то есть с увеличением, с каким-то, где вылезают те вещи, которые не видны вооруженным глазом. Вот, например, вот здесь вот понятно, то есть увидел, сейчас уловил, что вот здесь с двух сторон на кончиках этих деталей есть пузырики, то есть придется их подшпаклевывать. Но это мелочи. Хуже всего, когда происходит какое-то смещение формы, какой-то стык, который надо стачивать, а на этом стыке еще куча заклепок, например, и ты этого глазами не увидел, а потом столкнулся такой, опа, и тебе понятно, что либо надо эту деталь переделывать с нуля, либо как-то вышкуривать хитро, либо восстанавливать потом заклепки. Ну, в общем, мытарства начинаются после того, как ты разглядываешь это с большим увеличением. У меня, к сожалению, сейчас вот такой прямо сходу возможности нет. Вы, возможно, это увидите при рассмотрении в большом разрешении. Я, кстати, видео публикую, как правило, в достаточно большом разрешении, поэтому, ну, ставьте на паузу, рассматривайте. Вот. В авто просто не просматривайте. Ну, в целом, ничего, такая интересная моделька. Вот. А что там из нее получится, посмотрим в финале. Покажу, расскажу. До новых встреч, новых видеообзоров. С вами был SkillFan. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте.